Друзья, приветствую вас. Это утренний обзор. Давайте рассмотрим, какие ключевые события произошли, какая статистика сегодня выходит и что ждать сегодня в первой половине дня от движения по доллару, нефти, рублю, золоту и другим ключевым активам. Начнем с календаря событий. В ночь уже вышли данные по недельным запасам Американского института API. Они указывают на то, что запасы избыточны. Это основание для того, чтобы нефть сегодня скорректировалась. Далее в 18:30 запасы сырой нефти в Кушинге. Ну вот уже с учетом этих данных весьма вероятно, что здесь тоже будет значение, которое оно будет превышать прогноз. То есть сегодня создаются основания для того, чтобы нефть скорректировалась. Так, далее индекс деловой активности в сфере услуг от Caixin по Китаю. Здесь идет снижение по сравнению с предыдущим значением. Ну и текущие показатели дают основания полагать, что в китайской экономике что-то происходит не то. Да, для Китая то, что касается сектора услуг, не является определяющим фактором. Там играет роль это целиком, либо целиком этот индекс PMI, либо то, что касается производства. Даже производство, наверное, в большей степени. Но сфера услуг это потребление. А поскольку Китай делает ставку на то, что будет расти внутренний спрос, то, что стагнирует сфера услуг, говорит о том, что процесс идет не так, как надо. Так, но сегодня в 9 часов индекс деловой активности по России. Но здесь, соответственно, то, что происходит у нас в России и насколько эффективно идет восстановление экономики. Но я могу полагать, что здесь, скорее всего, он будет более предыдущего, поскольку у нас все завязано на цене на нефть. Далее, в районе 12 часов важная статистика по PMI Германия, Евросоюз. 16-15 изменение числа занятых в несельхозсекторе США. Так, ну и вот сегодня индексы менеджеров по снабжению. Ну и вот, в общем-то, ключевое время, когда могут вполне сформироваться движения по рынку. Но единственное, конечно, вот российский PMI, он на рынок наш, скорее всего, никак не повлияет. Так, давайте перейдем к анализу позиций по Форцу. Начнем с РТС, но здесь ставка на то, что рост по РТСу будет продолжаться. Сбербанк. Здесь юрики сделали ставку на то, что будет коррекционный откат, однако в районе 278,5-279 произошли сделки, которые указывают на то, что все-таки ожидают дальнейший рост, и причем очень существенный. Поэтому здесь какой возможен сценарий? Будет какой-то коррекционный откат, и далее продолжится движение наверх. Вот. Но здесь еще есть такой момент, что рост вот этих шортов у юриков, он вполне может быть связан с хеджированием позиций. Так, далее Газпром. Здесь ставка на консолидацию на боковик. Сишка, фьючерс рубль-доллар. Ну, здесь тоже ставка на боковик. Хотя в большей степени сократили шорты. Соответственно, ну, наверное, будет какое-то движение наверх. Но все-таки я больше склоняюсь к тому, что вот эта ситуация с учетом позиций у физиков, наверное, все-таки сегодня у нас будет боковик. Евро-рубль. Здесь ставка на рост евро против рубля. Евро-доллар, ставка на коррекционный откат в евро. Так, британский фунт, но здесь боковик в чистом виде. Нефть. Здесь юрики делают ставку на коррекционный откат. Серебро. Здесь ставка на то, что серебро будет снижаться. Так, и золото тоже ставка на снижение. Давайте перейдем к графикам. Китайский фондовый индекс CSI 300. Дневной таймфрейм. Но мы видим, что несмотря на то, что сегодня достаточно сурово начался торговый день, тем не менее он отскакивает и, в общем-то, не дают ему вот эту красную демаркационную линию пробить 5300. Ну, это позитивный момент, потому что если он все-таки останется вот в этой консолидационной области 5400-5620, ну, это, в общем-то, будет способствовать тому, чтобы мировые рынки тоже находились на хаях. И на сегодня, с учетом этого движения по Китаю, если не пойдет он откатываться и тестировать опять вот эту красную линию 5300, но это, в общем-то, позитивный сигнал и для российского рынка, и для мировых рынков.
Далее CFD на фьючерс, на американский рынок. Здесь идет консолидация на хае. Что здесь важно? Чтобы не было пробития 3850. Если этого пробития не будет, то он начинает мариноваться вот в этом диапазоне 3865-3920. И потом отсюда он, возможно, пойдет тестировать вот этот максимум. Если все-таки пробой будет, то нас ждет повторное тестирование вот этого значения 3785. И вот если уже возникает пробитие здесь, то наиболее вероятно, что движение будет более суровым на 3660. Ну и соответственно российский рынок и остальные рынки тоже начнут корректироваться вслед за ним. Так, друзья, далее индекс доллара. Индекс доллара в диапазоне консолидируется вот здесь вот. Не пошел он тестировать и пробивать 91,5. Но я думаю, наиболее вероятный сценарий на сегодня либо то, что он будет консолидироваться в диапазоне 91,14, 90,7, но все-таки мне видится, что более вероятно это пробой 90,7 и попытка движения на 90,5, возможно даже пониже. Но здесь ситуация следующая. Если все-таки он сейчас идет к верхней границе и начинает здесь торговаться в районе 91,1. Это дневной таймфрейм. Сейчас давайте на часовик перейдем. Так, ну и вот по часовику здесь есть у него уровень 90,1, 91,05. Вот сейчас, если пойдет рост и будет пробой этого диапазона, то у нас следующее движение будет на 91,33 и потом, возможно, будет укол 91,5. Если опираться на дневки, то он находится в боковике. Если опираться на часовой таймфрейм, то он все-таки вниз не пойдет, как того предписывает дневка, а скорее всего он будет либо двигаться к верхней границе, либо пытается даже поколоть 91,5. Но я думаю, здесь на сегодня в первой половине дня вопрос в том, как вот это движение разрешится в этом поджатом диапазоне 90,1, 90,73. Если, как показывает дневка, будет пробой нижней границы, это было бы очень хорошо. И в этой ситуации может достаточно быстро развиться движение на 90,39. Соответственно, это риск он и позитивный момент для нефти, для золота и для других активов. Так, далее по биткоину был вопрос. Просят мониторить биткоин почаще. Ну, смотрите, вот здесь 50 тысяч. Если мы с утра сейчас 50 тысяч пробиваем, а судя по всему это движение, оно развивается, то на сегодня весьма вероятно, что мы получим тестирование 53 100, 53 500. То есть движение вот сюда вот на рост биткоина. Сейчас в ближайшее время, если не будет пробития 50 тысяч, 50 200, то он остается консолидироваться в диапазоне 48 тысяч, 50 тысяч. Если происходит откат и пробитие уровня 46 700, то в этой ситуации развивается более глубокое коррекционное движение на 43 тысячи. Пока больше факторов свидетельствует на то, что будет движение вот сюда вот на 50 200. И здесь вероятно пробой и движение на 53 300, вот куда-то сюда. Так, друзья, далее нефть Brent. Ну, вышли сегодня в ночь плохие данные по запасам, что запасы очень большие в США, поэтому движение вниз пошло, но как видите, это движение вниз, оно не привело к тому, что произошло закрепление ниже 62,5. Так, далее от нефти переходим к часовику по нефти. Но здесь у нас произошел разворот, и весьма вероятно, что с утра сейчас будет движение, цель этого движения 63,4. В каком случае этого не произойдет? Этого не произойдет, если будет коррекционный откат и пробитие 62. В этой ситуации пойдет более сильное движение вниз. Вот. Пока как бы больше факторов указывает на то, что все-таки вот это движение, оно приведет на 64. Вопрос только в том, что будет 18:30, когда появятся данные по Кушингу. Так, друзья, далее золото, судя по дневному таймфрейму, вот это падение, которое происходило, оно завершилось. Единственное, что здесь напрягает, то, что не было тестирования
1695. На текущий момент, на сегодня, если не будет пробития 1720-1718, то у нас вот на сегодня, завтра цель движения это 1753, вот сюда вот. Переходя к часовому таймфрейму, да, здесь действительно 1720, если не пробивается, то у нас отсюда идет движение, первая цель это 1752, 1753. Что касается прямо того, что будет сейчас утром, это удержание уровня 1728. Если он будет удержан, то прямо с утра сейчас у нас цель движения ближайшая будет 1746. Вот сюда вот. Так, далее евро-доллар, 4-часовой таймфрейм. Но здесь у нас идет вплотную привязка к индексу доллара. И что здесь примечательно? Вот есть уровень 1,2072. Вот если этот уровень сейчас с утра будет удержан, то отсюда весьма вероятно разовьется движение. Цель этого движения будет 1,2136, 1,2140. Вот сюда вот на это значение. Если здесь возникает пробой, то евро-доллар уходит. Цель движения 1,2024, 1,2020. Вот сюда вот к этому значению. Если часовик рассматривает, то все-таки больше факторов того, что движение наверх продолжится. И по часовику, кстати, цель движения 1,2215. Так, далее рубль-доллар. USD Tomorrow, дневной таймфрейм. Вот мы пощупали нижнюю границу вот этого диапазона в районе 73.65. Пробивать не стали, соответственно, он болтается в этом диапазоне. Ну, нефть достаточно высокая сегодня, размещение ОФЗ, санкции оказались пшиком, по крайней мере на текущий момент. Вот, и поэтому все основания для того, чтобы рубль, доллар, ну по крайней мере сегодня вот в этом диапазоне, я думаю, находился. Так, переходя к часовому графику. Вот сейчас у нас начались торги, сейчас 7:30 по Москве. Вот, соответственно, здесь идет попытка выйти из вот этого диапазона 73,7, 73,83. Если сейчас все-таки будет пробитие 73,85, 73,9, вот здесь вот, то у нас отсюда развивается движение, цель которого будет тестирование вот этой верхней границы 74,1. Если пробоя сейчас не возникает, то у нас идет движение к нижней границе, вот сюда вот 73,7. И пробитие этой границы наиболее вероятно приведет к попытке тестирования и ухода ниже 73,65. Вот сюда вот в эту зону. Так, перейдем на 5-минутку. И соответственно 5-минутка указывает на то, что вероятно всего будет развиваться движение вверх. Но смотрите, здесь ситуация с этими 7-часовыми торгами в 7 часов утра, она раскоррелировала в целом закономерности, которые были внутри дня. Вот. Сейчас ликвидность не очень высокая, все это дело еще будет устаканиваться. Вот. С моей точки зрения, это мера, она ни туда, ни сюда. Либо круглосуточно, либо оставить небольшую дневную сессию под Америку, например. Вот. Ну, тут как бы решения принимают другие люди, поэтому они делают, с моей точки зрения, не совсем удачные шаги. Так, посмотрим, как здесь будет развиваться движение. Вот если пробой 73,9 возникает, то будет в этой ситуации 73,85, 73,9, то отсюда весьма вероятно будет движение на тестирование 74,1. Но переходя к часовику, я думаю, все-таки мы, скорее всего, вот в этом диапазоне будем в первой половине дня находиться 73,7, 73,9. Может быть, будет коротенький прокол движения сюда, но наиболее вероятно все-таки движение вот здесь. Так, далее евро-рубль. Евро-рубль Tomorrow, дневной таймфрейм. Вот по евро, кстати, идет более такая выраженная попытка отскока. Цель этого отскока движение на 89,51. Вот сюда вот. Переходя на часовой таймфрейм, здесь есть уровень 88,97. Вот здесь он проходит. Если этот уровень не пробивается, то у нас на сегодня первая половина дня цель движения по евро-рубль 89,52. Вот сюда вот к этому значению. Так, друзья, далее РТС, фьючерс, дневной таймфрейм. Здесь позитивно у нас начались торги.
И сейчас, судя по всему, будет попытка тестировать 147 тысяч на пробой. Переходя на часовой таймфрейм, у нас есть уровень 145 тысяч, 144 500, давно знакомый уровень. Если мы его с утра удержим, то у нас отсюда развивается движение на 147 тысяч, потом 148 500. Если все-таки здесь будет пробой вот этого диапазона, у нас цель движения будет вот сюда, вот 142 750. Вот. Пока больше факторов указывает на то, что будет тестирование 147 тысяч, ну как минимум будет тестирование, а там посмотрим. Так, друзья, далее Сбербанк, 4-часовой таймфрейм. Вчера были сделки, которые указывали на то, что набор позиций крупными игроками произошел, очень мощный набор. Вот. Юрики по фьючерсу делают ставку на то, что Сбер должен откатиться на 276, 273,5, вот сюда вот. И поэтому сейчас с утра посмотрим, как будут развиваться события. 277, вот если будет пробой 277, то весьма вероятно, что шорты, короткие позиции по Сберу были сделаны не для того, чтобы хеджироваться, а именно как ставка на то, что пойдет снижение. Ну, в этом случае снижение разовьется вот в этот диапазон. Если такого движения не будет, пробитие 277, то весьма вероятно уже с утра мы пробьем 280. И здесь, ну, первая цель движения промежуточная 282, и следующая цель это 285. Поэтому в целом, с точки зрения того, как вчера развивались торги, ему логично пойти наверх. Вот. Немножко меня смущает то, что юрики шортов по нему пооткрывали. Вот. Но это может быть либо хеджирование, либо какая-то хитрая схема. Так, далее Газпром, дневной таймфрейм. Но здесь, в общем-то, ставка на то, что рост Газпрома продолжается. Цель движения 228,5. Так, переходя к часовику по Газпрому. Часовик указывает на то, что вполне может произойти коррекционный откат. Это будет, если произойдет пробой 222, 221,5. В этой ситуации наиболее вероятно произойдет движение на 220. Тестирование 220, 219,5. Если вот этого пробоя не происходит, то мы с утра сейчас на открытии идем на тестирование 224. И отсюда цель движения находится на 227, если ориентироваться на часовой таймфрейм. Часовой таймфрейм указывает на то, что скорее всего будет сначала движение в этот диапазон. Но здесь, я так предполагаю, будет до набор позиций и движение сначала к верхней границе вот этой консолидации, потом движение на 227. Так, далее Норильский никель. Ну, по Норильскому никелю у нас по классике идет консолидация в диапазоне 23 тысячи, 24 200. Вот здесь вот. Это дневной график. Давайте перейдем на более короткие таймфреймы. Так, берем часовик. Вот по часовику здесь у нас сейчас идет движение, цель которого 23 500 потестить. Вот пробой этого значения приведет к тому, что развивается движение, цель которого 23 тысячи, 22 800. Вот сюда вот этот диапазон. Вот. Пока по часовику, наверное, будет все-таки движение вот сюда вот на 23 500. Вот. Здесь, вероятно, я думаю, будет отбой. И, соответственно, движение отсюда вверх с целью сходить на 24 500. Вот сюда вот. И как только возникает пробой, то есть движение на объеме, или же потом проторговка после того, как преодолено это значение, у нас ближайшая цель движения по ГМК 26 тысяч. Весьма вероятно, что здесь все-таки произошел разворот, вот, и будет коррекционный отскок на 26 тысяч и выше. Но среднесрочная перспектива, то есть месяц, 2, 3, 4 по ГМК может быть весьма туманна. Она связана, во-первых, с тем, что будет реакция на те аварии, которые произошли. И второй момент, ну когда такой снежный ком собирается, он, как правило, очень долго продолжается. Вот. Но сегодня, тем не менее, я думаю, более вероятный сценарий тестирования вот этого значения, отбоя движения сначала на 24 500. Друзья, все ключевые активы. Спасибо за внимание. Если вам понравилось, подписывайтесь на мой YouTube канал, мой Telegram канал.
Удачи!